Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Василий Волга на связи. Василий Александрович, здравствуйте. Мое почтение вам, слушателям и зрителям вашим. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Это прямой эфир. Это означает, что общаемся с вами и общаемся, прямо, так сказать, отвечая на ваши вопросы. Вопрос можно задать несколькими способами. Клуб зрителей Шелест, закрытое сообщество в Телеграм-канале, и поддержать, так сказать, начинание, и, в общем-то, очутиться в камерной атмосфере. Милости прошу. Также, если вы не хотите ждать, прям, чтобы все увидели и сразу, если опять-таки работает там этот сервис, то QR-код возле меня, прям на экран выводит ваше мнение, пожелания. Также сообщество YouTube абсолютно открыто. Переходите, анонс нашей встречи. Люди уже оставили достаточно количество вопросов, на них будем отвечать в финале. И чат-трансляция — это вот на закуску, как говорится, и, в общем, там вы можете задать вопрос онлайн непосредственно, поэтому досмотрите до конца эфира. Милости прошу, да. Начнем сегодняшний наш разговор с такой достаточно едкой темы. Ну вот едкой прямо, понимаете? Я, если честно, немножко был вот обескуражен даже, да, вот этими начинаниями. Значит, сегодня продемонстрировали миру, как Мельника и его супругу Софию, так сказать, перекопали. То есть из Люксембурга доправили в Украину. Верещук, вот видите, толкает пламенную речь, все там иконы, выгнали молодежь, которая там в духе вот этих пластунов. В общем, церемония аховская была. И ввиду этого вопрос сегодняшнего эфира. В конце подведем, кстати, итоги. Очень интересно, как вы ответите, уважаемые зрители. Зачем Зеленский возвращает в Украину кости бывших нацистов? Варианты. Это истерика, пиарится, перебивает, собственно, скандалы и поражения, и неудачи. По поводу перебивает, здесь не только Мельник. Вот сегодня прям какой-то день хороших новостей, представляете? То сообщили, что украинские войска 2 села взяли по направлению к границе в Великобурлуцком районе, то вот там казахстанский суд какой-то там 1,4 миллиарда отсудил в пользу Украины у «Газпрома». Ну, в общем, победа. Ну и, конечно, удар дроном, 100 человек ФСБшников по зданию ФСБ там в Херсонского управления. И это все на странице Зеленского. Поэтому, в общем, мы видим череду успехов, побед, ну и день вышиванки, конечно же. Второй вариант. Назло России и этим объединяет. Это очень специфический вариант. Понятно, что тема денацификации и возвращения костей Мельника, ну, ясное дело, да? Но тут суть не в этом. Вот люди настроены против России, и вот если вот такой повод, все равно, что это будет, не надо разбираться. Главное, чтобы там, собственно, на болотах бурлило и кипело недовольство. Вот такая логика. То есть путем насолить России, да, в идеологическом плане, и вот так вот сделать. Третий вариант. Его просто подставили. Он сам вообще не в курсе, Мельник, не Мельник, кто это такой, это реальная подстава окружения. И четвертый. Правильно делает, это справедливо. Ну, времена такие были, воевал же с нацистами, а потом как бы потом против нацистов, поэтому нормально, чего? Восстанавливать справедливость. Давайте с этого начнем, и как вам кажется, чего здесь больше, современности или истории? Здесь самая настоящая высококлассная социальная инженерия. Я давно обращал внимание на то, что украинский радикальный национализм имеет все черты религиозного движения. А невозможно построить религиозное движение, если у вас нет мощей святых. То есть это не что иное. То есть я не подпишусь, пожалуй, я бы предложил еще один вариант. И суть этого варианта – это продолжение вот этой социальной инженерии, когда четко выполняется один из лозунгов Степана Бандеры: «Сначала Украина, а потом Бог». Понимаете, если вы это расшифруете, если вы поймете, увидите, с чем имеете дело, то вы получите коммунистический Советский Союз наоборот. Точно так же, как Советский Союз заместил в свое время сама идеология, сами формы исповедания коммунистической идеологии, заменили в свое время русское православное исповедание, да, когда вместо икон появились портреты руководителей ЦК КПСС, вместо жития святых появилась ЖЗЛ,
И кто помнит, это была такая жизнь замечательных людей. Да, вот когда описывались там подвиги их перед этим и так далее. Вот когда появилась мумия, ну то есть вот Ленина появилась, да, когда появились те же самые нетленные мощи. То же самое на сегодняшний день делает. То есть такой коммунистический Советский Союз наоборот. То есть Украина, радикально-националистическая Украина, которая ставится превыше Бога. То есть что это означает? Исповедуется религиозным символом, религиозной форме. Отсюда стояние на коленях. Вот когда ведут солдат погибших, да, преклонение. Отсюда вот эта минута гимн. Что такое этот гимн, который поют с рукой на сердце? Это то же самое молитвенное складывание. То есть я больше придерживаюсь той позиции, что продолжается мощная социальная инженерия, целью которой является и далее фундаментальное, знаете, такое формирование такого яркого фундаментального ядра. В первую очередь, конечно, это дети, подростки находятся под этим ударом. То есть продолжается работа, которая в конечном итоге Украину только похоронит. Ну почему? Понимаете? Смотрите, как все классно у Зеленского. Ну вот давайте так. Вот сегодня Буданов выходит и говорит о том, что, слушайте, так Украина это Русь, а россияне украли у нас Русь. И вообще, как бы, украли историю. Это вот возвращение, понимаете, той вот этой истории. И вот это, смотрите, Буданов, который, давайте так, он был вокруг этих скандалов, вокруг Ермака, сейчас более детально об этом поговорим. То есть он как-то вот тихонечко сидел, тихонечко. А потом вот как бы раз и в поддержку Зеленского, в унисон, так сказать. И вообще говорят, что вот этот Мельник, это вместе с ним это они придумали. То есть это вообще чуть ли там не его идея. Ну так поговаривают, так пишут. Получается, что, смотрите, хорошо, то есть по-новому выглядит власть, то есть это не какие-то там воры, да, непонятные, с бригадами, дома строящие, непонятно кто, а те, кто вот по НПЗ бьет в Сызрани, там еще там вот, смотрите какие, воюют, они войной заняты, они войной и исторической справедливостью занимаются. Похоронит Украину это по той простой причине, что это сегодня создает действительно мощные религиозные импульсы. Вот, и именно в том смысле религиозные, как радикальный украинский национализм, как явление религиозное, которому поклоняются. Молитва Украине, ну, много таких вещей есть, которые сделаны. По какой причине? Потому что это сегодня самым серьезным образом обостряет противоречия между Украиной еще и Польшей. Ведь чем более фанатичны, чем более, ну, знаете, радикальны, так как радикальный исламизм, таким же или радикальный сионизм, таким же самым образом выглядит и радикальный украинский национализм. Это вещи одного порядка. И не зря, вот знаете, вот недавнее празднование в посольстве Израиля 76-й годовщины, по-моему, 6-я или 8-я Восьмая, годовщина, да. 8-я, да, независимости Израиля, и когда там Гончаренко совершенно точно открывает истинный смысл. Мы с вами одно, Гончаренко говорит, да, и враги у нас одни. Это истинно так, потому что и радикальный сионизм, ну сионизм как радикальное националистическое движение еврейское, как и радикальный ислам, так и радикальный украинский национализм, это в сути своей течение, приводящее людей в фанатическое состояние. Таких фанатов будет становиться больше. Невозможно сформировать эти фанатические группы, невозможно, тем более сейчас, когда крайне необходимо их множить. Потому что не исключено, что в случае поражения Украина будет, ну и дальше, как это делали бандеровцы, то есть, собственно, тот же самый Мельник, тот же самый, ну да, Мельник, Коновалец в 1938 году погиб, это как Мельник, да, вот, которые, собственно, и проводили террористическую борьбу до 1953 года вот, на Западной Украине, вот, ну и тому подобное. Вот. То есть они и будут дальше продолжать такую террористическую борьбу, и им нужны эти фанаты. А фанаты невозможны без предметов культа. Так вот, кости вот этих вот лидеров
украинского нацизма, украинского радикального национализма, кости их, они как раз-таки и служат этой цели. И по этой причине я говорю, что то, куда двигается Украина, укрепляя бандеровскую идеологему, она выкапывает, закапывая на Украине эти останки, она выкапывает топор войны уже против и Польши. И это идеологическое противоречие в обязательном порядке выстрелит и будет очень серьезно. Тоже серьезным столкновением. То, что на сегодняшний момент, вы говорите, Буданов вместе с Зеленским работают в один унисон, и то, что вот они вроде бы хвалятся успехами, которые на самом-то деле не очень серьезно. Ну, знаете, Александр, я бы сказал, что если посмотреть в общем, то успех серьезный. Успехи, вот эти дальнобойные удары по России, они очень серьезные. И чем далее, тем более это становится серьезным. И понимаете, сегодня это ставит перед Россией очень серьезную проблему. Перед российским руководством это ставит очень серьезный вызов. Российское руководство сегодня реально находится в ситуации, когда понимает, что украинские тылы находятся в Германии. В тот же самый момент Украина, вот имея, то есть вот эту, все высокие технологии, то есть уровень развития искусственного интеллекта, который сегодня опережает работы россиян в этой же области. И это все самым серьезным образом ведет к тому, что не нужно передавать ракеты Таурус. Не обязательно это делать. Вместо одной ракеты Таурус, которая несет в себе 400 килограмм взрывчатого вещества, пустите сотню, которые гораздо дешевле будут, сотню дронов, 10 точно долетит, эффект будет тот же самый. Вот. И когда это уже затягивается за 2000 километров, то это оказывается Украина в состоянии бить по российским тылам. Россия ударить по украинским тылам не может, ибо они на территории Германии. И вот когда сегодня я, среди прочих, также считаю, знаете, серьезным успехом Украины мощная общественная, то есть взбунтовавшая общественность, которая сегодня все более начинает бунтовать в Российской Федерации, и оказывать мощное давление на руководство Российской Федерации с требованием применить неконвенциональное вооружение либо против Украины, либо против украинских тылов, то есть Германии, Чехии, собственно говоря, там, где сегодня находится вот это высокотехнологичное производство, до которого Россия дотянуться не может. Вот. Ситуация эта очень непростая. Я понимаю, что сегодня Зеленский с Будановым, работая в унисон, они уверились, и они уверяют в этом лидеров Европейского Союза, о том, что Россия ни при каких обстоятельствах и условиях не нанесет ядерного удара по Украине и не нанесет удара конвенциональным оружием по Германии, по европейским странам. И кажется, чем сильнее они бьют по России, чем более эффективны эти удары. Вот ведь посмотрите, если посмотреть по городам, начиная от Питера, то есть вот сверху, вниз до Краснодара, там становится уже некоторая буферная зона только на территории России. Вот. И в этой ситуации, конечно, я считаю, это очень опасно. Опасно в силу того, что как никогда общественное мнение России консолидируется с требованием к своему руководству нанести уже удары другого характера, применить другое оружие, которым располагает Российская Федерация. И еще одна тенденция, которая сегодня прослеживается в общественном мнении России, это убежденность в том, что если по Украине будет применено тактическое ядерное оружие, то есть будут снесены, собственно говоря, города, которые вот остались, этих 20% Донецкой области, Славянск, Краматорск, Дружковка, да? Если они будут снесены ядерными ударами, будут уничтожены эти мощные фортификационные сооружения, которые уже глубоко под землей, украинские, которые трудно взять, то никакая Европа никаким образом не ответит. Вы думаете, Почему? ответит? Я думаю, что нет.
Я тоже сторонник этой же точки зрения, что не ответит по той причине, что для Европейского Союза, это я уже говорю вам сейчас из Европы, да, достаточно много. Вот я только по Австрии покатался и поговорил с людьми в Австрии, как они относятся к Украине. Вот. Так вот, отношение к Украине не как к стране, а как к функции. Понимаете? То есть за функцию сжигать европейский континент не будут. Это реально функция. Почему я вот прихожу к такому выводу? Потому что, разговаривая с людьми, с политиками, с журналистами, разговаривая с ними, обсуждая проблему нарушения прав человека на территории Украины, ну, собственно, отсутствие прав человека, да, это такой концентрационный лагерь, в котором людей отлавливают, я вижу, что вдруг они начинают переходить на такое, ну, прав человека нет, ну, что ж вы хотели, ну, украинцы же сами взяли на себя функцию, я 2 раза услышал это, сами взяли на себя функцию защиты европейских ценностей. Они разве что, знаете, разве что не договаривают. Ну, пусть и тянут. Или там, ну, или пусть и погибнут в огне ядерного удара, если уж так они это считают. То есть, Украина для западного мира – это не государство, не страна, это функция. Именно отсюда выплывает очень жесткая позиция о неприеме Украины в НАТО. Именно отсюда выплывает позиция, когда, ну, слушайте, отцепитесь вы с Европейским Союзом, ну давайте что-нибудь им придумаем такое, вот какой-нибудь, дадим такую блямбу, чтобы они были как будто бы в Европейском Союзе. Именно в том, что к Украине относится как к функции. И поэтому я, знаете, я считаю это очень опасным. И вот я все держусь этой позиции, ну, я опираюсь на экономические показатели, как мне кажется, я не ошибаюсь. Ну, конечно, все мы можем ошибаться и так далее, но это моя позиция, я именно это хочу сказать. Вот что сентябрь, октябрь – это реперная точка. То есть, Сентябрь, если жахнут, то в сентябре-октябре. да. Или будет капитуляция Украины, то есть когда европейская экономика все разложится, да, ну, в первую очередь экономика Германии. Потому что то, что мы видим в Германии, это катастрофа. За 4 года падение промышленного производства 7%. Это катастрофа. Такого в Германии не было никогда со времен Второй мировой войны. Вот. Так что я считаю, что это будет либо мир, сентябрь-октябрь, либо ситуация будет и далее увеличиваться. Россия не будет наносить удары до последнего по Германии, ну, то есть по тылам Украины. Но если ситуация с Ормузским проливом и Баб-аль-Мандебским проливом разрешится, с этими проливами, если нефть и газ вновь пойдут в Европу, если Европа задышит и увеличит поставки высокотехнологических вооружений Украине, то я боюсь, у России не будет выхода. И она нанесет удар тогда неконвенциональным вооружением. Либо по Украине, либо конвенциональным, или уж не знаю, может быть и ядерным вооружением по Германии. Перспективы мрачные, конечно, однако ведь есть люди, которые считают деньги, потому что деньги с украинской стороны уже, видите, не считают. Ну почему? Потому что, ну, в общем, дают, вот оно как бы и крутится все, и хорошо, да, то есть внутренняя экономика не обеспечивает вообще должным образом все в этой стране, и об этом свидетельствуют. Вот так пошумели там вчера, позавчера, ой, подорожал проезд, ой, в Макдональдсе дороже теперь покушать, ой, а что у нас там, вот смотрите, черешенка одна 13 гривен стоит, одна штучка. Ой, ну и так далее. Там, да, всякие там удивляются люди ценам, удивляются люди всему и удивляются жизни. Понимаете, в чем дело? Нарушение мирной жизни и какого-то уклада, ну, я имею в виду товары на полках, какой-то транспорт, где-то что-то, кажется, не влияют на это. Вот, кажется, не влияют. Что тогда повлияет для того, чтобы стало, ну, ли, понятно, да, что войну надо заканчивать? Ну, то есть настолько как бы важно взять и применить там ядерное оружие. Хорошо, ударите по Украине. Вы же говорите, 2000 километров. Это, конечно, так свежо предание довериться в трудом. Сейчас вообще очень тяжело смотреть на вот это все эти вещи,
Ну, потому что Зеленский делает картинку для того, чтобы зарабатывать деньги, это очевидно. Но он же это может делать, например, из Западной Украины и еще дальше. То есть там одна область останется, грубо говоря, да, то все равно эти дроны будут лететь. С другой стороны, Россия не может быстро, там, какими-то решительными ударами взять и захватить там пол Украины по Днепру полностью. Хотя и Financial Times рисовала на днях вот эти планы, что там отсечение Одессы и так далее. То есть какой-то должен быть выход. Да? В Китае Путин и Си говорят политико-дипломатический. А какой? Если переговорами, а мы это видим, как-то не пахнет. Да, но я начну раскручивать ваш вот вы даже 3 вопроса поставили в одном, но я вот начну с первого. То есть на людей не оказывает влияния, и люди все равно готовы терпеть вот все эти лишения до какой границы. Мы с вами начали с того, что из Украины строят религиозное, а не светское государство, где религией является радикальный украинский национализм. Иисусом Христом выступает Степан Бандера, его апостолами Мельник, Коновалец, Шухевич и так далее. Когда это религиозное явление, то ради достижения Царства Божия, как это у христиан православных, у радикального националиста ради построения чистоты нации, утверждения себя и порабощения кого-то там другого, он также готов принести свою жизнь в жертву, на алтарь, терпеть мучения. Это все, ну, как знаете, как такая своего рода аскеза, то есть националистическая аскеза своего рода. Это отчасти, во-первых. Но здесь, знаете, вы правы в том, Александр, что на самом деле мы с вами являемся свидетелями гонки деструктивных процессов. В том смысле, с какой стороны вот это самые деструктивные процессы нанесут больший ущерб, и когда в конце концов одна из сторон прогнется. Мы уже вышли из той фазы, когда это просто была война на выживание, когда понимали, что вот фронт вот застопорился, вот огромная серая зона, через которую не просочишься. На наших глазах происходит развитие высоких технологий, искусственный интеллект уже во многом решает на поле боя, кого убивать, да, разве что только не война машин, это уже можно назвать, да, как там это восстание машин, как это было. Вот. То есть, когда это уже история, то мы сейчас входим в гонку деструктивных процессов. Деструктивные процессы, о которых вы говорите сегодня на Украине, они набирают действительно, очень быстро набирают свои тенденции. Отчасти это, конечно, негативные тенденции европейские, которые, смотрите, до последнего держат деньги из того кредита, который был обещан. Мы вам дадим, но подождите. Это знаете, как на что похоже? У меня был товарищ, он достаточно богатый был человек, у него была большая фирма, и он не доверял выдавать зарплату руководящему составу фирмы, чтобы они в бухгалтерию приходили. Нет, там были большие такие объемы денег, которые зарплат выдавались, и он лично выдавал, и я как-то наблюдал этот процесс, ему так жалко было расставаться с этими деньгами, что он задавал вопросы, один вопрос, второй, третий, потом находил какой-то способ оштрафовать и хотя бы пару сотен долларов вытаскивал из этой пачки, понимаете, и вот и говорил, ему легче становилось, потом все-таки отдавал с трепетом эти деньги, и такую процедуру он переживал каждый месяц, вот там всему руководящему составу, выдавая заработную плату, и люди шли как на плаху. Нечто подобное происходит сегодня с Украиной, когда Европейский Союз вот так вот с трудом отдает деньги. При том, что развиваются негативные процессы в Европейском Союзе. И когда, знаете, там, действительно в мировой прессе, Вашингтон-Пост, вот вы вспомнили, да, появилась информация о том, что аналитики считают, что все-таки украинский фронт дрогнет в силу того, что финансово не смогут удержать ни Украину, ни те негативные тенденции, которые развиваются, ни фронт. Вот. И другая негативная тенденция. Что, спрашиваете, что остановит? По моему мнению, остановит то, что люди уже начинают верить в свои силы, сопротивляясь отлову людей на Украине. То есть, когда уже все больше и более организовано, компактно. Есть, конечно, такие случаи, когда это сопротивление, оно просто кровавое, там, ножевые атаки, да, расстрелы полицейских, расстрелы ТЦК. Но вы посмотрите, вот вчерашняя или позавчерашняя ситуация
Черкассах, да, но это уже когда люди просто солидаризировались, когда они аплодировали освобожденному человеку, понимаете, и люди начинают постепенно верить в свои силы. Чем чаще люди будут видеть так, как вот это было в Черкассах, ТЦКшников, либо побитых, либо стыдливо стоящих где-то в стороне, понимающих, что они делают античеловеческую, антиукраинскую работу, что они на самом-то деле нарушают, ну все, там, от Конституции начиная, или от прав человека начиная, заканчивая Конституцией Украины, тем сильнее будет сопротивление мобилизации. И опять это та тенденция, которая точно так же может просто-напросто лишить украинский фронт свежего пушечного мяса, свежих солдат для того, чтобы фронт держать. И это может рухнуть и дойти до Днепра. Ну, почему по Днепру? Потому что, ну, все-таки, знаете, какие бы деструктивные процессы не произошли в Европе, как бы гонка этих деструктивных процессов на Украине не развивалась, Днепр – это все-таки огромная река, огромное естественное препятствие, когда форсировать его, вот задача не из легких, когда дрон просто зависшие над Днепром дроны могут ликвидировать любую попытку для форсирования, и поэтому, вероятно, Ну, так имеется... смотрите, сейчас же видите, как качает Зеленский с Белоруссию, и какой-то там усиленный контроль создал на северных областях, и вчера ставку провел. И сегодня говорит, вот, Беларусь. Ну, в общем, зачем Днепр переплывать-то? Ну, если Беларусь... Здесь, знаете, мы с вами находимся в ситуации огромного количества неизвестных. Вот. И на протяжении 4 лет, если Беларусь, ну, сразу с первых лет, ну, с первого года войны, не пошла, хотя, ну, насколько мне, например, известно, ну, и такую позицию разделяют, я знаю, многие военные аналитики, которые говорят о том, что давление на Беларусь оказывалось серьезное со стороны Кремля для того, чтобы использовать территорию Беларуси для дополнительного наступления и растягивания украинских сил. Вот. Но Лукашенко держал свою позицию очень сильно, и я что-то, честно говоря, сомневаюсь, что это возможно. Но если это произойдет, если все-таки территория Беларуси будет представлена для российских войск, российско-белорусских войск, или, не знаю, там войск ОДКБ, мы уж не знаем, как там могут быть развиваться ситуации, или войск российских, белорусских, северокорейских, да, ну, в какой-то конфигурации, ну, это будет катастрофа. Это будет военная катастрофа для Украины, ну, с которой, я думаю, справиться будет очень сложно. Будет ли это, как Зеленский говорит, я думаю, Зеленский правильно делает, что готовится. Но, во всяком случае, любой президент Украины, находящийся в подобных обстоятельствах, ну, он обязан думать о защите вот этого северного фланга. Но если это произойдет, если пойдет оттуда армия, но это будет военная катастрофа. 2 фронта Европейский Союз не выдержит. Ну, то есть 2 фронта Украина, поддерживаемая Европейским Союзом, не выдержит. Тогда будет вообще другая конфигурация, Александр. Но сейчас это говорить очень, понимаете, очень преждевременно в силу того, что это даже пока не гипотеза. Это пока высказывание Зеленского. Ну да, Зеленский у нас любит повысказываться о разном. Я вот как хочу. Вот очень такая хорошая метафора, что Украина как секта, и по принципу секты сейчас строится, и поэтому нужны мощи и так далее, то, с чего мы начали. Слушайте, для меня, если честно, с одной стороны удивительно, с другой стороны понятна эта аллегория. Она, с одной стороны, вроде как эти аргументы должны разрушить ее, а с другой стороны, наоборот, укрепляют. Слушайте, ну сколько было этих сект, да, в 90-х, там вот это вот, нулевых, много же было. И много потом писали, и стало известно о том, как люди отдавали деньги, продавали машины, квартиры. Но секты до конца не умирали. Сегодня я просто был в каком-то, ну, таком, у меня такой гомерический смех был. Сегодня разошлось интервью адвоката Ермака. У него сегодня апелляция, он там торгуется. Ну, имеется в виду, залог внесли, а он хочет уменьшить. Интервью Ермака, который говорит, ну, елки-палки, ну, люди, ну, 100 тысяч долларов, ну, кто-то взял. Ну, это ж, ну, с кем не бывает, мол, ну, ошибся человек.
А потом говорит, даже сильному мужчине иногда нужно с кем-то посоветоваться. Это отвечает на вопрос про гадалок. Понимаете? А, Я, если честно, вижу вот в этом всем вот такое шапито, такой квартал 95-й. Нам этих гадалок туда, в принципе, и засунули, чтобы мы не деньги обсуждали, не воровство, а вот это вот-вот. Не кажется вам? Ну, я только повторю свой тезис. Это связано с тем, что когда эти ребята к власти пришли, они столкнулись с бесконечным объемом непонимания. В этом бесконечном объеме непонимания всего их образования, жизненного опыта, люди, которые никогда ни сельским советом не руководили, там, председателем колхоза не были, я не знаю. Ну, одним словом, они не знают, что есть такое государственное управление, что такое экономика государства Украины, что это такое. И вот тогда эти люди пошли за то, к чему не привыкли. Вот был у них жизненный опыт. Вот гадалка сказала, поставь на черное 13. Он поставил, выиграл. Все, и теперь у него это четкая, новая такая мощная нейронная связь в голове. Не знаю, как поступить, пойду спрошу у гадалки, там как вот это на кофейной гуще. Я вот на что хотел бы обратить внимание, Александр, здесь. Ведь знаете, 100 тысяч сюда, 100 тысяч сюда, 10 миллиардов в одно место, 20 миллиардов в другое место и так далее. Здесь ведь что произошло? Ведь произошло то, что эти люди, которые не имеют ни опыта государственного управления, ни профильного образования, которые пришли, не понимая, как этим самолетом управлять, они посадили там, сколько там у нас было, 40 миллионов, 30 миллионов на тот момент, когда уже там Зеленский пришел. Вот. Посадили их туда и сказали, мы за штурвал и поехали. Гадалка будет шептать, на какие кнопки надо нажимать. Но что интересно, ведь сама-то модель государства не изменилась. И те самые механизмы, то есть не произошло изменения отношения, например, к частной собственности. Не произошло ничего с приходом Зеленского, что, например, произошла национализация бюджета образующих отраслей промышленности. Как то? Например, когда-то Путин ЮКОС национализировал, что впоследствии стало такой большой основой для, собственно, того экономического роста, который показала Россия на протяжении 20 лет. Скажем, это было неукоснительный рост. Вот. Сделано это на Украине. Забрали сталелитейные предприятия у Ахметова. Да? Забрали энергетику. Нет. ДТЭК забрали у Ахметова? Нет, не забрали. Ничего не забрали. Не изменилось. То есть, что я хочу сказать? Не изменилось ничего. Как действовала олигархическая модель экономики Украины, как действовала олигархическая модель власти, то в эту олигархическую модель, поскольку не изменили отношение к собственности, вошли клоуны с гадалками. И они оказались в этой системе связи. И, соответственно, ничего не поменялось. Ни подходы, ни способы зарабатывания власти, которая была до этого и до этого. Вот. И тогда, когда сейчас именно эти способы и эти механизмы грабежа украинского народа через власть, олигархическая власть, грабежа украинского народа, когда эти механизмы разворачиваются по полной программе, а тут еще пошли неконтролируемые сотни миллиардов, понимаете? Они попадают на ту же самую матрицу, эти сотни миллиардов, как и попадали те миллиарды, которые зарабатывала экономика Украины. Они также грабятся. Это совершенно естественно, ибо модель Украины не была поменена ни в 2014 году, но уж тем более не с приходом Зеленского. Было очень много болтовни. И вот на сегодняшний момент проснувшаяся, или опять скажем так, продолжающаяся социальная инженерия по такому, знаете, консервированию украинского мозга в новой религии, ведь по этой причине и украинскую православную церковь убивают. Убивают про украинскую православную церковь, дабы для этой секты, которая создается это радикально украинского национализма, с Степаном Бандерой, тогда можно его лозунг продолжить. Степана Бандеры. Лозунг о том, что сначала Украина, а потом Бог. Сначала Степан Бандера, а потом Иисус Христос.
Так вот, это делается для того, чтобы создалась вот эта группа фанатично настроенных граждан, основное ядро фанатично настроенных граждан, которые, во-первых, не будут обращать внимание на то, что их грабят, они будут жертвовать собой ради того, чтобы в будущем родилась чистая этническая, арийская, украинская нация в рамках, не знаю, там, наверное, до Урала или что там, до чего тогда все это захватить. Вот. И вот здесь Буданов вместе с Зеленским в данной ситуации, продолжая грабеж на крови и на смерти украинцев, они, мне кажется, устроив перезахоронение мощей, они находят один из способов удержаться и дальше на плаву. Один из способов удержаться дальше на Ну, я плаву. просто, И ну, любой, извините. знаете, это да, собственно говоря, в любой религии. Вот вы возьмите, например, в православии, зайдите в православный храм и как-то поведите себя некорректно по отношению к любой иконе. Что с вами сделают? То же самое сейчас вот это, с этими перезахоронениями, когда в Украину уже свозится, извините, для меня это нечисть. Вот. То есть вот эта вот вся бандеровская нечисть свозится для того, чтобы уже эти бабы-йоги, я не знаю, колдуньи, ведуньи, ермаки, чтобы они уже разгулялись по полной программе, и секта получила свой предмет для поклонения, получила эти самые священные, в их понимании, мощи. Так легче грабить будет. Так уж и нечего грабить. А помощь пока идет. Помощь пока идет. С самой Украины, да, конечно, взять уже нечего. Вот, с самой Украины взять уже нечего. И здесь, знаете, я, Александр, не антисемит. И я изо всех сил борюсь, например, у себя там в Телеграме, у себя в Фейсбуке, там, на Ютубе, где только возможно, борюсь с проявлениями антисемитизма, потому что сегодня антисемитизм, конечно, набирает огромных оборотов. Вот. Ну и эти огромные обороты, они имеют под собой некоторое основание. Вот. Поведение сегодня государства Израиль, геноцид. Вот. Ордер, который выдан Международным уголовным судом на арест Нетаньяху и Галана, да, это тоже о многом говорит. Появилась информация о том, что выдан уже секретный ордер на их арест. Есть секретная полиция при Международном уголовном суде, которая, собственно говоря, будет ловить, где только можно словить Нетаньяху, если удастся его увести из-под носа у американцев. Да. Мало кто в это верит, конечно, но сам факт геноцида, сам факт действия этих людей таков, и когда еще сегодня, вы знаете, украинцы видят, что их территория, да уже, собственно говоря, им не принадлежит, потому что недра проданы за американскую помощь, что все меньше и меньше остается в живых украинских мужчин, что за теми, кто еще остался в живых, идет охота. И в тот же самый момент поведение, и вот та же самая годовщина, 78-я годовщина Израиля, которая таким образом праздновалась, у людей начинают складываться, знаете, параллели. По всей видимости, Украину действительно для кого-то очищают. И когда вот этот массовый завоз идет на сегодняшний момент, когда это уже глазу заметно, да, трудовое замещение с разнообразных там третьих стран мира, вот, который идет, то, Александр, здесь грабить мало что осталось, собственно говоря, на Украине. Но до тех пор, пока будет идти помощь европейская, за нее будут бороться. За нее будут бороться, потому что через войну из этой помощи украсть еще можно много. Путин и Си Цзиньпин. Мы, давайте так. Все, конечно, сравнивают, как встретился Трамп, как встретился Путин с Си Цзиньпином. Он сам сравнивает. Попытались грубо зайти с фейка, что Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин пожалеет. Это все опровергли. И непосредственно сам Трамп, да, и в Пекине, что не было такого разговора. Сейчас на самом деле очень странная вещь происходит. Все гадают, а что такое? Чего ждать после Украине этой встречи? Нет, давайте будем откровенны. Эта встреча вообще не про Украину. Вот от слова совсем. Коснемся даже немножко геополитики. Это абсолютно другое. И
но все же ждут как бы, что как чем Украина вывернется. Смотрите, там по нефтепереработке Зеленский он бьет, гордится этим, там дальше война продолжается и так далее. Там выходят всякие там штилерманы, рассказывают, что вот мы сейчас дроны подгоним, они такие к танкеру подлетят, по радио скажут стоять, типа никуда не идти, а если не послушаются, так мы их в рубку прям. Ну вот это вот красиво. Красиво стелет. Но как вы видите вот именно вот это политико-дипломатическое разрешение? Что изменится после этой встречи Путина и Си Цзиньпина в российско-украинской войне? Многие ждут еще больше крови. И вот как раз такого перехода, если не к неконвенциональному оружию, то ну, к таким уже, знаете, как это, откровенным ударам, без всяких там масок, что мы по мирным не бьем, мы там еще там куда-то не бьем, а вот давайте тут дамба, а вот тут мост, и все поменяется. Ну да, это мы об этом говорили выше, вне всякого сомнения, что все поменяется. Встреча, которая состоялась, две этих встречи. Я согласен с общеевропейской оценкой встречи Трампа и Си Цзиньпина. Много публикаций, которые все можно свести примерно к следующему. Трамп потерпел второе поражение после проигрыша иранской войны. Так примерно оценивает европейская пресса его визит к Си Цзиньпину. Никакого результата, никаких серьезных документов подписано не было. Ну, хорошо, Си Цзиньпин подписал бумагу о том, что купит у Трампа 100 самолетов. Вот, ну, вот примерно так. При этом прозвучало грозно на весь мир предупреждение Америки не вмешиваться в тайваньский вопрос, и Трамп никаким образом не отреагировал. Иначе совершенно выглядела встреча Путина и Си Цзиньпина. Это встреча, которая принесла миру серьезнейший документ. Ведь если мы с вами говорим о трех империях, о трех ключевых империях мира, то есть Соединенные Штаты, Россия, Китай, то документ о многополярном мире, который подписан между Си Цзиньпином, между Россией и Китаем, это документ такого, знаете, я бы сказал, рельсового характера. То есть он выкладывает рельсы, продолжает их класть, эти рельсы. Потому что первые такие серьезные совместные заявления и Путина, и Си Цзиньпина, они прозвучали еще в 2008 году, если я не ошибаюсь, когда было заявлено, что отныне берется курс на выстраивание многополярного мира. И вот эта общая декларация о построении многополярного мира и документы, скажем так, у нас они пока еще куцые, мы не имеем всех документов, там и секретные документы подписывались между Путиным и Си Цзиньпином, но экономического сотрудничества это очень важная история. На самом деле, мы с вами имеем Китай, например. Китай, который потребляет до 400 миллиардов кубических метров газа в год, он импортирует 160-180 миллиардов кубов, 50 из которых он берет в Россию. Это первое. Потом вторая ситуация, что сегодня проблемы с Катаром, которые возникли. У Катара он там до 10 миллиардов кубов берет Китай. Ему необходимо компенсировать. Путин это даст. Сегодня, по нефти мы уже с вами говорили в прошлый раз о том, что то замещение, которое там около 2 миллионов баррелей, которые дают Катар, Саудовская Аравия, в первую очередь Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты, это точно так же рассчитывать серьезнейшим образом Китай на замещение от России. И поэтому связка России и Китая в силу иранской войны, в силу того, что происходит, она увеличивается, эта связка. Конечно, когда эта связка увеличивается, то Украина для Китая, коль для Европейского Союза Украина это просто функция, то для Китая Украина она вообще не интересна, вообще не важна, не нужна. И когда серьезные вопросы все-таки, например, решит Кремль для себя и перестанет себя вести, действительно так как сказать, танцевать балет, что ли, толерантно, да, и когда ему необходимо будет, если он пойдет на это, подчеркну, не дай бог, на это пойдет Кремль, то есть ужесточение ударов и, не дай бог, применение неконвенциональных видов вооружений, то тогда Китай будет той мощной политической поддержкой, которая оправдает
это как необходимость ради установления мира на евразийском континенте. То есть я хочу сказать, для Украины ничего хорошего. Укрепление позиции, укрепление союза между Китаем и Российской Федерацией не несет. Ну и вы знаете, помните, как Си Цзиньпин начал встречу с Путиным. Он подчеркнул о том, что это некоторый юбилейный визит Путина, 25-й визит. Ну, послушайте, 25 визитов – это очень серьезно на таком уровне. То есть, это практически каждый год Путин был в Китае. Си Цзиньпин был реже, я уж не знаю, сколько раз он был, но он также с ответными визитами был. И экономики очень сильно связаны, и, соответственно, стратегические военные стратегии, военные стратегии также двух этих стран скорректированы. Для Украины это не несет ничего хорошего. Хотя, знаете, как посмотреть, Александр? Ну, как посмотреть? Неужели ужас без конца лучше, чем ужасный конец? Ну, как для Зеленского это ужасный конец. Но для украинцев ужасного конца не будет никакого. Ведь ежели просто украинские войска, вот сейчас удачнейшая ситуация для переговоров. Украина действительно сегодня вот там демонстрирует такие удары. И действительно в России растет мощное напряжение, которое может заставить таки Россию применить ядерное оружие по Украине. Вот сейчас тот момент, когда ушли войска из той разрушенной территории. Можно начать переговорный процесс. Остановится мир. Люди из подвалов, из-за своих закрытых железных дверей смогут выйти на улицу за хлебом. Можно будет ставить сейчас как никогда вопрос о том, чтобы использовать замороженные российские активы, использовать для восстановления Украины. Сейчас можно прийти к тому, чтобы вернуться к другой парадигме. Ну, какие Александр, активы? Ну, о чем вы? российские активы 200 миллиардов, которые заморожены. Послушайте, Василий Александрович, давайте, какие активы? Если бы их можно было использовать, их бы уже использовали, понимаете? Нет, не в том случае. Я имею в виду то, о чем заявил в свое время Путин, что Россия может дать добро на использование этих активов для восстановления Украины. Конечно, не так, что пришли, забрали, я, может, неправильно высказался. Нет, ни в коем случае. Никто этого сделать не сможет. И это уже пробовано и перепробовано. То есть, на это будет если на это будет добрая воля России, то в таком случае на сегодняшний момент, я считаю, прекрасный момент для переговоров. Но также, Александр, я также понимаю, что логика процесса, конечно, тащит за волосы Украину в гильотину. Вместо того, чтобы остановиться, вот тащит ее за волосы, вот уже засовывает под этот нож, к сожалению, все жестче и жестче. Мадьяр выходит. Он там ультиматумы писал про венгров. Ультиматум. Мы будем против вступления в ЕС, если. И там такая простыня о том, что должны закарпатским венграм. И делает свежее сегодняшнее заявление. Говорит, Евросоюз вернется к закупкам российской энергопродукции, нефти, газа. Значит, после войны. Я считаю, когда все закончится, весь Европейский Союз вернется к этим закупкам, потому что он дешевле. Это диктует конкурентоспособность, география. Я не могу все предсказать, но у меня такое ощущение. То есть, рубились нити, взрывались газопроводы. Вы понимаете, в чем прелесть вот этого ужаса? Ужас может быть прелестным. Прелестным и с горькой ухмылкой на лице. Что потом все спросят, так а зачем? Зачем это все было? Чтобы что? Кто чего добился? Вот вы там, у нас в Украине, не вы, а у нас в Украине очень часто говорят, а чего, мол, Россия добилась, куда там она дошла, вот это вот все, слабый там негодяй Путин, туда-сюда, это российская армия, там такая отсталая, там и искусственного интеллекта у них нет, и все там так, как положено. Ну так если они такие слабые, а почему вы не вернули территории, то есть там, военным путем? Не получается. Не хватает сил, средств и тоже навыка. Если Россия такая слабая, так что ж вы хотите? Понимаете, все задаются вопросом, чего добилась Россия?
Некоторые горько задаются вопросом, чего добилась Украина. Ну, мол, вспоминаю 22 год, Стамбул, если бы тогда все закончилось и так далее. А у меня вот такой вопрос. А чего добилась Европа и вот этот вот Запад транснациональный, глобалистический? Ничего. Ничего, все проиграл. Еще раз подчеркну, посмотрите на германскую экономику. 2003 год. Минус 0,2% роста ВВП. 2004 год. Минус 0,5% роста ВВП. Небольшой рост в 2005 году, а общее падение промышленного производства за 4 года 7%. Ничего. То, о чем говорит сейчас Мадяр, ну, он говорит о простой арифметике. Ну, не возьмутся ниоткуда из воздуха, не знаю, из Марса или еще какого-то другого способа доставки в Европу энергоресурсов, гарантированного и дешевого, например, газа, так как это она получала на протяжении десятилетий из Российской Федерации. И, собственно говоря, на этом построил свою экономическую мощь. Потому что энергетика – это основа экономики. Без энергетики экономики не бывает. Ни одного домохозяйства без энергетики не бывает. Вот. Так вот, они будут вынуждены это сделать. Ну или, понимаете, или тогда Европейскому Союзу придется самому себе, ну, как не знаю, закрыть гвоздями, забить, все ушли на фронт. Вот знаменитая фотография времен Великой Отечественной войны. Сельсовет забит, все ушли, закрыт, все ушли на фронт. И досками забит сельсовет. Вот нечто в этом роде. Это обычная логика. И придем мы к простому ответу на простой вопрос, Александр, о том, что украинцам, используя вот эти вот технологии социальной инженерии, которые работали на протяжении 30 лет, украинцам забивали голову, инфицировали их идеями радикального национализма Дмитрия Донцова, который вот сейчас обретает такую форму, когда кости всех этих святых свозят на Украину для того, чтобы далее это укреплять. Так вот, это все забивали. И сказки про НАТО, и сказки про Европейский Союз с одной целью. Цель была очень простая. Получить 20, 30, ну, хотели 50 миллионов, не получилось, уменьшалось население, все меньше и меньше становилось. Вот. Получить 20-30 миллионов людей, фанатично преданных идее защите так называемых европейских ценностей, европейских интересов. Ценой своей жизни столкновения Украины и России. Это правда правда заключается в том, Александр, что эти ребята, которые так из себя делают, знаете, там, не знаю, демократов, родители за права человека, что все эти ребята на самом деле хищники, и что это был третий крестовый поход на Россию. На Россию, я имею в виду, ну, в таком большом смысле, на православную Русь, я бы это сказал, которую невозможно было и помыслить себе, что украинцы и русские будут убивать друг друга, так это ж аплодирует весь Запад. И когда вот эти вот аплодирования не получились, когда вся западная поддержка не дала того результата, когда Россия смогла выстоять, да, при помощи Китая, да, при помощи того же Северной Кореи, там, когда необходимо было им решать боевые задачи и так далее, в первую очередь при помощи Китая, который и Украине, к слову сказать, помогает и налево, и направо. Вот. Так вот, когда Россия таки выстояла в этой ситуации, то правда о том, а что на самом деле произошло, огорошит очень многих людей. Когда эти люди, которые поверили вот в эти все сказки, натовские, европейские, будут видеть, ну, как, например, Алиса Вайдель и Тина Купала, это лидеры АФД в Германии, которые стремительно набирают сейчас вес, но, по всей видимости, Алиса Вайдель будет следующим канцлером, извините, Германии. Ну, уже задаются вопросы, не может меньшинство руководить большинством. И если одна политическая партия имеет такой огромный политический вес, как все остальные вместе взятые, ну, то, по всей видимости, это изменение произойдет. И вот украинцы будут сидеть и наблюдать, как Алиса Вайдель летит в Кремль к Путину, встречается, подписывает рабочие документы по восстановлению ниток Северного потока, по созданию, например,
какой-то дополнительной совместной следственной группы между Германией и Российской Федерацией, дабы расследовать до конца и наказать виновных в террористическом акте, в акте саботажа, подрыва этих веток Северного потока. Когда будут подписаны новые программы в духе Меркель, Путин. Если вы помните, то именно Меркель, тогда она поддержала эту идею Путина о создании единого пространства безопасности и сотрудничества от океана до океана. Тогда говорили от Атлантики до Курил, там, или от Лиссабона до Владивостока. Это, да? Когда Китай тогда подключался, восстанавливался единый шелковый путь китайский, который шел по территории Украины. Украина богатела. Меркель, Путин, они, вот это движение, взаимное движение Германии и России навстречу друг другу, все через Украину, все транзиты через Украину. Украина становится богатой тутки. Американцы вмешались, англичане вмешались, рубанули. Один Майдан, второй Майдан. Да, но фишка в том, что остановить стагнационные процессы Европы и свал ее в глубочайший кризис невозможно без именно возвращения к этой идее Меркель и Путина. Или еще раньше Де-Голля, когда Де-Голь мечтал о единой Европе от Атлантики до Урала, он так это называл, когда одна единая такая совместная экономическая зона и зона безопасности, в первую очередь между Германией, Францией и Россией, где Украина в центре этих процессов. Вы понимаете, какая мечта? Так вот, украинцы будут сидеть и смотреть на это. А матери будут ходить на те могилы, которые вот сейчас в ролике, эти жутчайшие ролики в сети, когда маленькие населенные пункты, маленькие, всего 10 тысяч человек, а кладбища огроменные, молодые люди рядами улеглись в эту украинскую землю, и также по всей Украине. Будут сидеть и рыдать, и задаваться вопросом, а что же это было? Обман, большой обман, приведший к страшной, очень страшной трагедии. Вы ждете усиления мобилизации? Где? В Украине. Ох, я уж не знаю, как ее усиливать, но это необходимый процесс. Но чем сильнее будет эта мобилизация, тем уже сильнее будет это вызывать сопротивление. И это сопротивление как раз-таки может привести к тому, что Украина вынуждена будет сесть за стол переговоров. А в России? Вероятность мобилизации в России, я скажу так, сентябрь. Для меня сентябрь очень во многом, по экономическим показателям, сентябрь для меня очень во многом реперная точка. Если до сентября не будут решены вопросы, не будет подписано мирное соглашение, то Россия пойдет на мобилизацию. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Давайте с вами тоже побеседуют, друзья. Это легко и просто устроить, поэтому ваши вопросы. Подведем только итоги опроса. Зачем Зеленский возвращает в Украину кости бывших нацистов? 2% считают, что правильно делает, это справедливо. 5% его подставили, сам он не в курсе вообще. 38% назло России. И этим, тем, что типа назло России, как бы объединяет. А 55% считают, что это истерика, пиарится, перебивают негативные инфоповоды. Сегодня на суде административном Ермак фактически подтвердил, что он строит, это его дом. Ну, это очевидная история, чтобы подтверждать. Ну, все как вот новость, ничего себе, подтвердил. Все и так знают, понимаете. Вот гадалку фэншуй Вику, как ее, Веронику, не подтвердил, а то, что это династия, один из этих домов его подтвердил, понимаете. Ой, слушайте, в каких мы цепких руках бандитов, если честно, да? Да, там да, бригада какая-то. Именно так, это бригада и эти бригадные законы, которые среди них действуют, среди этой. И самое, конечно, ужасное, это то, что большое количество людей на Украине еще до сих пор этого не могут принять. Они не могут принять, что на самом деле они ничем иным, кроме как пушечным мясом и средством для грабежа, не являются. И эта бригада... Конечно, я соглашусь, Александр, знаете, это не может не поразить. Когда идет такое кровопролитие, когда эти люди находятся на вершине власти, украинской власти, когда миллионы людей потеряли свое жилье, когда более 20% жилищного фонда Украины уничтожено, то есть уничтожено вообще, не подлежит восстановлению, они строят дворцы. Они строят дворцы для династии. Конечно, это не может не поражать своим цинизмом. И я лишний раз
хочу сказать о том, что вот именно те, кто сегодня поддерживает Зеленского и его команду, эти люди истинные предатели. Эти люди истинные предатели Украины. Потому что если вы просто объективно посмотрите на то, что с Украиной произошло, что случилось с украинским народом, что случилось с украинским менталитетом, вы ужаснетесь. Кроме, не знаю, там, вышиванок, сегодня, кстати, всех православных с праздником Вознесения. Великий праздник Вознесения. Но этот праздник перебивается чем? Туалетом, предметом туалета сельской одежды. Так давайте день шароваров устроим, еще что-то в этом роде, да. Я хочу сказать о том, что такое мощное произошло внутреннее, ментальное поражение украинского общественного, подсознательного и сознания, общественного сознания украинского, что, конечно, многие на сегодняшний момент еще не могут увидеть объективных, простых реалий. А они таковы. Поддерживая украинскую власть, ты сегодня предаешь Украину. Александр, сообщество YouTube, давайте несколько вопросов оттуда. Пишите свои вопросы в чат, пожалуйста, друзья. Значит, украинские ученые оживили Мельника, и он решил узнать, кто сегодня правит Украиной. Смотрит он такой на фотографию президента и друзей. Это кто президент? Вот это Зеленский. Украинец, подозрительно спрашивает. Ну, а это кто? Ермак, тоже украинец. Ну, как бы. А эти четверо, Миндич, Цукерман, Шефир, Умеров, ну, конечно, будет требовать вернуть назад его прах в Люксембург. Как вам такой сценарий? Ну да, сценарий, это, знаете, очень во многом похоже на то, как вот часто разрабатывают критики Советского Союза, критики советской власти первых времен, разрабатывают идею о том, что во главе в советском правительстве, в правительстве Ленина, в наркомате, на самом деле, были тоже представители в основном еврейской национальности, которые успешно использовали идеи борьбы с царизмом, идеи борьбы с частной собственностью для того, чтобы обогатиться. То здесь, знаете, как крути не крути, талантливые ребята, что поделаешь. Талантливые ребята, которые даже идею радикального украинского национализма или интегрального национализма Дмитрия Донцова смогли использовать для того, чтобы одурманить такое огромное количество людей, ограбить и убить. Лина Востроилова, зачем ударили по странам Балтии? Это желание втянуть Россию в открытый полномасштабный конфликт с НАТО? Ударили по странам Балтии украинцы? Получается, что украинцы. Ага, я думаю, так, да. Я думаю, здесь ситуация в том, что они просто в наглую использовали пространство Балтии, потому что я не думаю, что это было согласовано. Ведь если бы это было согласовано, молчали бы высшие государственные чины Балтии и не возмущались бы против этого и не призывали Украину это прекратить. Они боятся, что процесс сбития дронов над республиками Балтии, они же так микроскопические, понимаете, может привести к тому, что будут поражена территория Балтии. Да, и еще какой важный момент. Ведь можно в момент атаки на самом деле нанести удары ракетным вооружением, нанести удары по территории Балтии, сказать, что дроны хотели сбить. Это не так уж шутка, как шутка кажется. И поэтому это просто привычка к безнаказанности украинской власти и желание расширить конфликт как можно более широко. Чат трансляции, переходим сюда, отсюда тоже несколько вопросов. Спасибо, что оставляете, интересуетесь. Так, значит, вот такой вопрос. 7 років Зелі. Чи отримує він подяку від Росії за здачу територій, розмінування і зачистку від населення? Такий вопрос. Я не знаю, чи отримує Зеля від Росії якісь там нагороди, але я сподіваюся, що від українського народу Зеля отримує по повній отримує за державну зраду, отримує за знищення, за злочини проти українського народу, отримує по повній. І, знаєте, не так давно я відповім українською мовою, бо заповідь була українською мовою, да? Запит був українською мовою. Бо не так давно, ще років пару по тому, в мене була одна цікава розмова з одним держслужбовцем українським, який зараз досі займає високе становище в державній владі. Я йому казав, що буде арештований Єрмак Зеленський. Він
відверто сміявся, так як я нібито сказав такий жарт, знаєте, який, вот. Ну и что? Кто это нас, Кучма говорил? Ну и что? Ермак арестован. Так что нет ничего необычного, если мы дождемся суда над Зеленским, как человеком, который виновен в смертях такого огромного количества украинцев, виновен в том, что, отказавшись подписать Стамбульские соглашения, по которым Россия выводила свои войска из территории Украины, он привел к тяжелейшей войне, необоснованной войне. В войне за то, чтобы Украина вступила в НАТО, и в результате все страны НАТО отказали Украине. То есть результат – это война просто на уничтожение украинского народа. Так, Александр, вопрос Василию. Идет 5-й год. Было несколько предложений мира. Вы согласны с высказыванием, смыслом, что каждое последующее предложение Путина хуже по условиям для Украины, чем предыдущее? Ну да, конечно, по факту это так. Ну, По то факту есть это так. следующее будет еще хуже какое-то. Не исключено. Не исключено. Не исключено, поэтому я и говорю, что сейчас у нас с вами, ну, я считаю, самое лучшее положение для того, чтобы начать переговоры. Самое лучшее положение. И это будет воспринято очень многими в Европейском Союзе, особенно теми политическими силами, которые сейчас стремительно набирают вес, будет расценено позитивно. Потому что вес стремительно набирают, смотрите, выборы в Болгарии, да, что мы с вами имеем, то есть победа политических сил, которые также выступают за восстановление и диалога, и сотрудничества, как Радев заявляет, и сотрудничества с Российской Федерацией, и ключевой идеологический момент. Болгария должна помнить, кто ее освободил от османского ига. Вот. То есть, ежели сейчас будет принято решение о начале переговоров с Российской Федерацией, то тогда много политических сил в Европе, которые поддержат Украину. Это был бы наиболее подходящий вариант. Если это будет не так, боюсь, что тогда вот те прогнозисты из Вашингтон-Пост могут оказаться правы. Так, добрый вечер. Когда Европа скажет «нет», также 4 года сидят, как вы говорите, с провалом экономики, терпилы. Почему не митингуют? Рейтинг лидеров ниже дна. Какой прогноз по этому поводу? Спасибо, Наталья, спасибо за вопрос. Ну, мой прогноз такой, что тенденция, которая сейчас началась, о которой я выше говорил, будет развиваться самым активным образом. Ну, и зря вы говорите, что они митингуют. Большое количество митингов и забастовок даже в такой благополучной стране, как Швейцария и Австрия. Когда, ну, там это такие профильные, да, там, например, ну, бастуют флеги, бастуют транспортники, бастуют, ну, те, кто рабочие. Почему? Да потому что в Германии, например, выходит Мерц и говорит: нам денег не хватает. Ведь посмотрите, вот, кстати, вот уж вспомнили, я просто одну цифру приведу. Недавно был интересный экономический анализ, это давал Economics Bloomberg давал, да, который показал, что для того, чтобы Германии выйти из этого пике, в который попало промышленное производство, падение 7%, необходимо ежегодное инвестирование 160 миллиардов евро на протяжении еще 9 лет, до 2035 года. Понимаете? Василий, вы когда называете эту цифру, Украина вон за 90 и споем, и спляшем. Так, на 2 года. Совершенно верно. Дело в том, что денег этих не существует, Александр, я хочу сказать. Денег этих не существует. То есть падение будет продолжаться. Ну, послушайте, Мерц, когда приходил, только к власти приходил, у него была идея занять 1 триллион евро, половину из них пустить, ну там чуть-чуть поменьше, на инфраструктуру, чуть-чуть побольше пустить на военное перевооружение армии, Бундесвера. И что? Сейчас молчу. Потому что эти экономические показатели Германии, они на самом деле таковы, что ни одни крупные инвестиционные фонды денег не дают Германии. Понимаете? Вот, так что тенденция такова, что ухудшается экономическое положение, что санкции набирают, санкции против России несут колоссальный вред европейской экономике, в первую очередь немецкой экономике, и это как снежный ком наворачивается. Вот. Так что протесты, во-первых, есть, и, во-вторых, закончится это победой сил, которые не будут поддерживать украинскую войну и будут восстанавливать отношения с Российской Федерацией. Ну, как, собственно говоря, Мадяр, сегодня уже мы эти слова обсуждали, и говорил.
Недоумевает пользовательница, ну, Талия, вижу, как бы, да, поэтому такое название, такой никнейм. Зачем вообще это строительство вилл? У них за рубежом такая недвижимость охренительная. Ведь на Украине после войны все это разнесут дронами, да и династия, так сказать, будут там же похоронены. Это, знаете, это удивительный эффект опьянения от власти. Вот, Александр, я вошел входить в политику на рубеже 90-х и 2000-х годов. Да, вводил меня во власть. Был такой премьер-министр одно время Украины Марчук Евгений Кириллович. Он создавал, собственно, службу безопасности Украины. Потом был премьер-министром одно время. Вот, потом кандидатом на пост президента. И вот, собственно говоря, я с ним сблизился, и началось это движение. И вы знаете, начиная с того времени, вот со времени там Кучмы, потом Ющенко, потом Януковича, потом Порошенко и сейчас Зеленского. Послушайте, я поражался одной вещи. Они как только приходили к власти, ну, мне удалось там с половиной президентов беседовать, да, об этих вопросах. Вот. Они как приходили к власти, они вдруг получали какую-то звезду, какой-то, я не знаю, укол. Я не знаю, нюхать что-то все одновременно начинали. Ну, я не знаю, как это сказать, но вдруг очень сильное, фундаментальное убеждение в том, что он пришел навсегда, оно появлялось в них такой силы, что это даже заражало окружение. Окружение этих людей, оно становилось убежденным в том, что они пришли навсегда. Недавно мы с вами в «Откровениях Юлии» и Мендель услышали то же самое, что Зеленский и его компания Нельзя убеждены. Мендель, не вспоминайте Мендель. И Ермака не вспоминайте, и Да. Елену Зеленскую не Да, вспоминайте. да, Это все нельзя. шатун. Русские заказали, чтобы вот это вот шатали. И людоловы тоже. Ужас. Да, ужас на самом деле. Ну, это какой-то первый класс или пятый класс, я не знаю, какой там уровень. Да, ну так вот, именно это, вот я отвечаю вашей подписчице, вот, имени я тоже не запомнил как-то. Ну, Вот, там, я отвечаю именно по той причине, что это тот самый эффект. Эффект опьянения властью. Ну и, конечно же, это люди, которые просто не считают денег. Ну хорошо, выбросят они туда сколько там? 20 миллионов долларов, 30 миллионов долларов. Это для нас с вами это космические цифры. А для них, сидящих на десятках и сотнях миллиардов долларов, которые они уже наворовали и сидят на них в прямом смысле слова. Да это так, ну, хатинка, как в свое время Кучма говорил. Да что там в мене там хатинка маленька в Канаді. Чи Кравчук то казав. Угу. Мария, зачем Миндичу суд? Ему так нужно гражданство Украины? Какие-то активы вывести не может? Вообще, конечно, шоу с этим Миндичем. В суд подал на Зеленского. Ну да, ну да, ну да. Я, во-первых, думаю, что он в суд подал на Зеленского по договоренности с Зеленским. Вот, и для того, чтобы восстановить более комфортную, и уж не знаю, там, возможно, действительно с собственностью вопроса решать внутри Украины. Я не думаю, что это такой, знаете, ход против президента без воли Зеленского. Вот, это согласованное. Ну да, причем такие чисто материальные вещи. Абсолютно. Абсолютно. Так, значит, вот хороший вопрос. Давайте вот на нем, наверное, завершим. Василий, а что, все беды только в Зеленском, получается? Кто еще виноват? Нет, ни в коем случае. Все беды не только в Зеленском. Зеленский – это вишенка на торте. Знаете, я напомню, наверное, или предложу к размышлению такую вещь. У Платона есть такой диалог, называется «Государство». И он там показывает, каким образом от аристократии, вот, которую он считал лучшей формой управления государства, народ постепенно переходит к тирании. Так вот, предшествующая тирании позиция по Платону – это демократия. И Платон говорит в своем диалоге, что именно в демократии обязательно появится человек, он его называет защитник народа, который будет никоим образом он не сравнится с аристократами, то есть он не будет образован, он не будет силен, но он будет очень популярен. И именно этот очень популярный человек создаст диктатуру. Понимаете? Ну, то есть, это длинный процесс, это такой цикличный процесс. И это результат той самой социальной инженерии, о которой мы говорили выше, когда, в конце концов, народ
украинский, глубоко травмированный, решил президентом сделать клоуна. То есть появился тот Голобородько, родитель за народ по Платону, который на самом деле пришел и построил концентрационный лагерь. Зеленский в данной ситуации, это, знаете, вишенка на торте. Но, как и в любой диктатуре, виновен, основную массу вины на себя берет диктатор. Так что да, Зеленский виновен более всех. Василий Волга, спасибо большое за то, что были моим собеседником сегодня, ответили на вопросы подписчиков. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Друзья, берегите себя.